Рассказ называется «Дик». Дик был ростом с волка, и уши у него торчком, и масти он серый волчий. Отец объяснил мне, что Дик это волчий пес. Отец и мать его были сибирские лайки, а дед был настоящий волк. Мой отец был сибиряк, охотник и зверолов. У него на охоте погибла лайка. Старая была, медведь порвал, не успела она отскочить. Отец похоронил ее под соснами. Хороший друг был. Ну что делать, нового друга надо заводить, в лесу без собаки никак. Охотники знают. В соседнем селе жил один мужик Архипка. Так вот у него, говорят, были хорошие щенки. Отец поехал к нему. У лайки было 6 маленьких еще слепых щенков. Они копошились за печкой в тепляке. Черные, белые, а один серый. «Смотри», — сказал Архипка, положил всех щенят в полу своего полушубка, вынес за дверь и вытряхнул их в снег. Дверь в тепляк оставил открытой. Щенки барахтали в снегу и пищали. Мать рвалась к ним, но Архипка держал ее крепко. Она звала своих детей. Скоро один из щенков, серый, показался на пороге тепляка, перевалился через него и слеповатый уверенно заковылял к матери. Прошло несколько минут, пришел второй, потом третий, четвертый. Все 6 щенков пришли к матери. Она каждого облизала и спрятала всех под свой теплый пушистый живот. Архипка закрыл дверь в тепляк. «Я все понял», — сказал отец. «Беру того, который пришел первым». Архипка взял у лайки серого щенка и передал его отцу. Мы с отцом выкормили щенка из бутылочки с соской. Щенок оказался на редкость очень резвым. Когда у него прорезались зубы, он стал грызть все, что ему попадалось на глаза. Но отец был с ним терпелив. Он не бил щенка, ни разу слова ему плохого не сказал. Когда Дик подрос и стал гоняться по двору за курами и кошками, отец только кричал ему: «Дик, назад, назад, Дик!» И когда Дик возвращался, начинал ему ласково выговаривать: «Эх ты, Дикушка, нельзя так, нельзя!» Понимаешь? И щенок понимал. Хвост у него сразу сам прятался между ног, глаза виновато косили в сторону. Отец говорил мне: на лайку, да и на другую собаку нельзя руку поднимать. Для нее хозяин — это первый друг. Обозлится на тебя, тогда все, не поможет тебе в трудную минуту. Словом тут надо действовать. От одного только он не мог отучить Дика — гоняться за глухарями и белками. А Дик уже вырос и стал ходить с отцом на охоту. Лайка что делает? Зачует глухаря на земле, поднимет его на крыло. Глухарь от нее на сук, расхаживает по суку и бранится, усмехается над собакой. Знает, что собака на дерево не полезет. Тут хорошая лайка садится, глаз с него не спускает и тявкает. Это она дает знать хозяину, что нашла и посадила глухаря. Глухарь только ею и занят. Охотнику тут легко подкрасться на выстрел. Такая лайка, которая по дичи идет, называется мелочницей или белочницей. Она также и белку подлаивает. Но отец хотел сделать из Дика зверового пса. Такого, что на крупного зверя идет. А зверовой пес не должен на всякую мелочь внимания обращать. Иначе что получится? Идет охотник за лосем или медведем, а собака за белкой да глухарем будет бегать и лаять, а зверь уйдет. Через 3 года Дик был уже опытным охотником. Он умел забежать вперед, остановить уходящего по тайге лося, умел отбить от стада оленей одного или двух и направить их прямо на хозяина. А силен был так, что однажды загрыз напавшего на него матерого волка. Наконец отец пошел с ним на медведя. Набрели они на след большого зверя. Страшно было посмотреть, какие глубокие ямки оставляли его когтища в размокшей от дождя земле. У Дика вся шерсть дыбом встала, но он смело бросился вперед и скоро догнал спокойно уходившего в гору медведя. Отец видел, как Дик вцепился ему в гачи, мохнатые штаны, как ловко он отскочил, когда медведь быстро обернулся, чтобы ударить его лапой. Только медведь хотел идти дальше, Дик опять на него напал и опять его за штаны. Отец, подбежав, выстрелил, но в спешке только ранил зверя. Зверюга рассвирепел и так стремительно кинулся на отца, что отец не успел выстрелить второй раз.
Чудовище лапой вышибло ружье у него из рук. Один миг, и отец лежал на спине под тяжелой тушей. Он подумал, что смерть за ним пришла. Но зверь вдруг отвалился от него и вскинул передние лапы в воздух. Отец в это время вскочил на ноги и увидел такую картину. Дик висел на спине у медведя, зубами вцепившись ему в ухо. Нет такого пса на свете, чтобы мог один на один справиться с могучим медведем. Самые смелые лайки решаются нападать на такого зверугу только с тыла. К счастью, отец успел схватить валявшееся на земле ружье и послать медведю пулю, прежде чем зверь задавил Дика. Медведь упал замертво. Верный Дик спас отца от неминуемой смерти, а отец Дика. Прошел год, и мы приехали с ним вдвоем за 60 километров от ближайшего населенного пункта на промысел. По реке Чулым на лодке. Я ловил соболей, ставил плашки и капканы, а отец ходил с Диком на зверя. Я завесил соболя, и отец пошел рубить лисину. Поднялся сильный ветер. Подрубленная лисина свалилась не на ту сторону, куда думал отец. Он не успел отскочить, и его задавило насмерть. Тут уж Дик не мог его спасти. Отец мне говорил, когда нам было тяжело: мы крепкая косточка, мы из сибирских казаков. Мне было 14 лет, и я, пацан, вытащил мертвого отца из-под лисины и похоронил его рядом с избушкой в тайге. Так и остались мы с Диком вдвоем в лесу. Дик долго тосковал по хозяину, вечерами скулил, а у меня слезы наворачивались на глазах. За стенами зимовья дул ветер и трещали морозы. Кругом была одна тайга. Конец декабря, морозы стали крепчать. Реки замерзли, на лодке не проедешь, и пешком идти не дойдешь до людей. И запасы еды закончились малой охотничьей избушки, что срубил отец на своем промысловом участке. Тайга — это не парк отдыха. Тут болото, горы, снег по пояс, вьюги. Я мог бы, конечно, сам добыть себе еду. Умел с ружьем обращаться. Да вот отцово ружье в щепки изломала та проклятая лисина. Отец бывало уложит лося или медведя, и тут же на месте освежует. Кусок мяса отрежет и в мешок ложит, это с собой. А тушу и шкуру в амбарушку. Такие амбарушки звероловы себе в тайге рубят. На гладком бревне ставят, чтоб никакой зверь не залез. Тут и хранится мясо до своего часа. Ведь не всякий раз охота задается, бывают и долгие черные дни. Говорил отец мне, что у него 3 полные амбарушки запасов в тайге. Там и лосятина, оленина, и медвежатина есть. А где эти амбарушки, как их искать, вот вопрос. Я же с ним не ходил, я с соболями возился. Кое-что я придумал, как выжить в этой ситуации. Затянул потуже ремень, топор за пояс, встал на лыжи, взял санки. Ну, Дик, говорю, на тебя вся надежда. Беги вперед, показывай, где хозяин складывал добычу, ищи. Дик хвостом покачал и в тайгу. Побежит, да посмотрит, иду ли я за ним. И такой умница. Прямо к амбарушке привел. Я посмотрел, мясо на месте. Теперь хотя бы с голоду не умру. Присел я и заплакал. Мама умерла, когда мне было 4 года. Отец говорил, что ее не успели до больницы довезти, сердце у нее было плохое. А тут еще и отца не стало. Через несколько минут я уже грузил мясо в сани. Когда я все мясо свозил, Дик мне 2-ю амбарушку показал, а там и 3-ю. Так всю зиму с мясом были, очень даже сытно прожили. А весной, когда лед растаял, сложил я в отцову лодку звериные шкуры и шкурки соболей, мясо положил, собрал кое-какую поклажу, посадил Дика и спустились по реке за 60 километров до своего села. Там хорошие люди мне помогли. Я все рассказал милиции, как погиб отец. Вскоре мы ездили туда, чтобы вывезти и перезахоронить тело отца. В селе жила мать отца. Так я и Дик остались жить с бабушкой. Дик был мне добрым товарищем. Когда мне исполнилось 18, мы с Диком поехали на промысел в тайгу по местам своего отца.
Спасибо, что слушали меня. Подписывайтесь на мой канал.